Смарт-часы с привлекательным дизайном, металлическим корпусом, большим красочным дисплеем на 1,85 дюйма, защита от влаги стандарта IP68, разумеется, от пыли тоже, поддержкой 100 режимов тренировок, временем автономной работы до 20 суток на одном заряде аккумулятора, Bluetooth-кнопкой для удаленной съемки, круглосуточным мониторингом пульса, SPO2 и уровня стресса. Обо всем этом нам обещает сам производитель в рекламе к смарт-часам Xiaomi Halo Watch 2 Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в хорошо оформленной упаковке, на ней есть краткая характеристика, изображение и название, как и у других, в принципе, часов. Упаковано все хорошо, в комплекте мы имеем сами смарт-часы, силиконовый ремешок, краткое руководство и зарядное устройство с пинами. Весят смарт-часы со стоковым ремешком 47 граммов, а габариты 37 на 45 на 11 мм, ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, чаще больше, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Помним, что идет черная пятница и рано или поздно Али сбросит курс доллара до реального и все будет безумно выгодно. Напоминаю, что я еще пытаюсь разыграть iPhone 15, все в ваших руках, 5000 лайков набьем на стрим по ссылке в описании и будем разыгрывать. Условия там же, все очень просто. Если вы смотрите этот ролик, половину вы уже считаете выполнили. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, перейдем же к смарт-часам. Halo Watch 2 Pro поставляется в черной и серой расцветке. Корпус часов выполнен из металла и матового пластика, материалы, учитывая стоимость, хорошие. Дизайн смарт-часов лично мне нравится, из минусов только достаточно большой подбородок у экрана. Ремешок быстросъемный, со стандартным креплением и металлической застежкой. По качеству он неплохой, но пыль собирает моментально. Запястье под ремешком не потеет и ремешок не натирает. Сами смарт-часы при носке практически не ощущаются, во время сна дискомфорта я не обнаружил. Ко всему они имеют хорошую эргономику и вес. На корпусе смарт-часов расположили магнитную область для зарядки с двумя контактами и датчиками мониторинга здоровья, динамика и микрофона нет. На правом торце находится одна механическая кнопка включения-выключения экрана и переход к вкладке с выключением устройства. Кнопка не имеет люфта, ход кнопки хороший, но другие команды повесить на нажатие нет возможности. Так что о быстром переходе к тренировкам можно забыть. Летим дальше. Оснащены смарт-часы дисплеем IPS на 1,85 дюйма с разрешением 240 на 284 пикселя. Соотношение экрана к корпусу 65,8%, экран плоский, рамки небольшие, цветопередача у экрана неплохая. Углы обзора в пределах нормы, но, конечно же, для подобной цены и типа экрана цвета слегка тускловатые. Насыщенности мало, как в целом и плотности пикселей. Скроллинг с рывками, перемещаться по интерфейсу не совсем комфортно, но можно. Интерфейс доступен на русском языке, шрифт читабельный, но перевод некорректный. Регулировка яркости четырехступенчатая, автоматической регулировки яркости на борту нет. При прямом попадании света на экран яркости достаточно, но большого запаса яркости тоже нет. Автовыключение экрана максимум до 25 секунд. В настройках можно изменить стиль меню, за что спасибо. Функция для включения экрана поднятием запястья срабатывает нестабильно и не быстро. К сожалению, других функций для комфортного использования смарт-часов нет. К примеру, тапом включить экран нельзя, как и нельзя выключить его, накрыв ладонью. С главного экрана по свайпам сверху вниз это панель быстрого доступа, которая, конечно, имеет мало функционала, но можно отрегулировать яркость, включить режим не беспокоить, воспользоваться поиском смартфона и перейти к настройкам. Свайп снизу вверх это меню, слева направо и наоборот виджеты. Сортировать меню и персонализировать виджеты возможности нет. В меню из интересного мы имеем активность, тренировки, которых более 100 режимов, но отслеживания плавания нет. Сразу отмечу, что настроек для тренировок нет. Включить тренировку в фоновом режиме нельзя, как и нельзя пользоваться плеером во время тренировки. Далее в меню есть погода с прогнозом на несколько дней, календарь, калькулятор, фонарик, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, обыкновенный секундомер без фиксации круга и таймер. Но в фоновом режиме работает только таймер. Для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, предоставили музыкальный плеер, но загружать что-либо на смарт-часы нельзя. Удобно, что есть Bluetooth-кнопка для удаленной съемки, даже через стоковую камеру смартфона. Не во всех смарт-часах, которые стоят дороже, подобное встречается. Также в меню есть измерение пульса, измерение SPO2, мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, дыхательные тренировки и женское здоровье. Пульс, как и SPO2 у неодушевленных предметов, смарт-часы не считывают. Все измерения можно производить вручную, но также есть и автоматический режим измерения пульса, SPO2 и уровня стресса. Измерения пульса корректные, что не скажешь про измерение SPO2 и уровня стресса. Есть ощущение, что измерение шаблонное. Сон мониторят неплохо, во всяком случае отход ко сну и пробуждение фиксируются правильно. Графики на смарт-часах отображаются, но информации в них мало. Напоминание о разминке можно включить через приложение. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3. Подключить внешнее Bluetooth устройство возможности нет, как и подключение смарт-часов к Wi-Fi отсутствует. Учитывая, что это бюджетные смарт-часы, в них, разумеется, нет NFC модуля,
нет GPS-навигации, нет автоматического распознавания активности, как и нет функции Bluetooth вызовов. Звонить с часов нельзя, входящий звонок можно только сбросить, уведомления приходят практически моментально, иконки не отображаются, смайлики не отображаются, отвечать на уведомления возможности нет. Все дружно вспоминаем Mi Band 8, Huawei Band 8 и всплакнем, потому что там это делать можно. Емкость аккумулятора 250 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 10 минут, время автономной работы в стандартном сценарии использования с постоянным мониторингом пульса и 100% яркости экрана, по моим тестам 8 суток. Результат хороший, хватит подобного времени работы большинству пользователей. Далее, водонепроницаемость IP68 во время моего использования смарт-часов. Вода никак на них не повлияла, для примера я окунул их в проточную воду, но не советую купаться в соленой воде или ходить в баню вместе с этим устройством. Летим дальше. Hello Watch 2 Pro работает в паре с приложением Hello Fun. Приложение переведено на русский язык. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья, вторая вкладка предназначена для тренировок, третья вкладка — это подключенное устройство с профилем. На главной странице с часами мы видим заряд в процентах, магазин с циферблатами, из которых можно что-то выбрать, но прям интересных я не встречал. Установить любую фотографию на заставку можно. Помимо перечисленного, также есть возможность настроить уведомления, настроить мониторинг здоровья, воспользоваться стандартными настройками смарт-часов и обновить прошивку. И мне обновления уже прилетали. Минусы: нет динамика и микрофона, нет дополнительных вспомогательных функций ПО и некорректный мониторинг здоровья. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, и я считаю ее плюсом. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Напоминаю, подписывайтесь на телегу скидок, вбиваете название устройства и видите динамику цен на распродажах, как она падала или поднималась. Но также помним, что эта динамика очень сильно зависит от курса рубля. Так что последние 3 месяца все было не совсем радужно, но не говоря про эти часы. Эти часы всегда торгуются по мне выгодно. Резюмирую, умные часы Hello Watch 2 Pro, бюджетные смарт-часы с хорошим дизайном и качественными материалами. Если советовать, что лучше купить, их или Mi Band 8, то из-за ПО однозначно я бы посоветовал Xiaomi Mi Band 8. На него несколько обзоров на канале было вместе с настройкой. Кому нужно носимое устройство именно этого форм-фактора, то данная модель от Hello неплохой вариант. Они довольно простые и без заморочек. Еще раз огромное спасибо за просмотр. От меня девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.